Привет, мои дорогие! Сегодня будут очень интересные новости, прям очень. Ну, самое интересное я туда под самый конец оставил, потому что нужно немножечко разобраться в ситуации. Название у нас «Акционеры войны». Это не зря. Начну с Такера Карлсона, закончу Паулиной Луной, и в этом есть логика, дорогие мои, чтобы мы поняли. Сводки о фронте на вечер, чтобы собрались за и выходные, где продвижения были. Там их достаточное количество, поэтому сейчас о политике, о мирном треке и так далее. Где там Трамп кого зажимает, где что, где говорит Россия и где говорит Зеленский. Поехали. Начнем с Такера Карлсона, дорогие мои. Он сделал заявление, что в течение нескольких месяцев The Wall Street Journal держит у себя материалы, раскрывающие личную коррупцию Ермака, второго по влиянию человека в Украине. Ермак, как утверждают, присвоил сотни миллионов долларов американских средств, предназначающихся для помощи Украине. Редакция газеты может это доказать, но не делает этого. Вместо этого они защищают Ермака. Почему? Потому что Ермак руководит усилиями Украины по срыву мирного плана Трампа для Восточной Европы. Владельцы Wall Street Journal не хотят мира с Россией, они хотят войны. Одновременно редакционная колонка газеты атакует администрацию Трампа за продвижение мирного соглашения. Это настоящая коррупция. Не информируя своих читателей, семья Мердоков, или как там, Мердаков, используют обе стороны своей газеты, чтобы продолжать войну с Россией. Это не поведение новостной организации, это признак деятельности разведывательного агентства. И Паулина Луна, я уже в конце поставлю, добавила немножечко к спичу Такера Карлсона. Поехали. Россия ожидает переговоров с США по предложенному мирному плану для Украины, заявил помощник президента Ушаков. При этом, по его словам, конкретных договоренностей пока нет. Москва ознакомлена с вариантом мирного плана США, но конкретных переговоров по нему еще не было. Тем не менее, многие положения плана, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для России. Ушаков отметил, что вокруг этого плана существует много домыслов, и Россия доверяет только информации, полученной напрямую от США. Также Кремль осведомлен о европейском мирном плане, но считает его неконструктивным и неподходящим для России. Да, некоторые издания Unheard тоже заявили поэтому. Напомним, что в офисе президента Украины заявили, что им удалось изменить план Трампа на вчерашних переговорах, однако США этого не подтверждали. Они его обрезали, они оставили там из 20 19 пунктов. То есть они поудаляли, какие им там подходят, но мы об этом тоже поговорим. Вот как раз и его обрезка. Да? Мирный план Трампа был сокращен с 28 до 19 пунктов после вчерашних переговоров. Это FT пишет со ссылкой на источники. Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены. Ранее какой-то там БЕФС, есть такой ВП, сообщил, что некоторые пункты были удалены, а другие изменены. Тем не менее, американская сторона не подтвердила существенных изменений или сокращений по этому плану. Но я вам скажу другое, что на Зеленского оказывает действительно большое давление. Я хочу просто, мы уже стали все скептиками, да, после продолжительного времени, можно так сказать, и куча всяких фактов, да, которые Трамп нам устраивал, эти вот американские горки в прямом смысле слова. Но сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация, знаете, когда они садятся на жопу. Все время, потому что фронт их садит всех на жопу. И давайте я вам просто скажу одну интересную вещь. Трамп получает от европейцев ту же информацию. Давайте так. Мы же знаем, что Мерц знал о том, что происходит и составляется этот план еще в начале октября. Другие тоже знают, но они лукавят, понимаете? То есть европейцы, они могут тебе улыбаться, а сами что-то делают такое. Это есть у них. Понимаете, они живут веками, по 10 веков вместе друг с другом, они научились друг друга обманывать, лукавить, да? И тем более американцев они научились обманывать. Это как-то красиво, знаете, и все такое. И это как раз ведет к тому, что если сейчас не остановить войну, то в Украине будет гуманитарная катастрофа. А следом в Европе будет гуманитарная катастрофа. Действительно, гуманитарная катастрофа, на самом деле, она рушит экономики, чтобы вы понимали. То есть огромное количество людей
при отключенном свете, еще зима-то полноценно не началась, вот там с декабря она начнется, и уже идут прогнозы, да, что она будет лютая, эта зима. Ну, то есть она будет не как обычная, не тепленькая зимушка будет. И теперь представьте, у людей нет ни воды, ни тепла, ни света, соответственно, ни еды, логистика перебита, все перебито. Что будут делать люди? Они будут мигрировать, да, из этой страны. То есть они будут уезжать потоками, валить эту границу, да, и все будут лететь в Европу. Конечно же, там в Германию, вот, к Мерцу туда поближе, да, ну и в другие страны, там Румыния и так далее. Я думаю, там Молдавию тут транзитом протопчат, вот, пройдут ее насквозь. Я рекомендую украинцам максимально быстро проезжать эту страну. Максимально быстро. Там тупо грабят. За короткое время вас ограбят просто. Поэтому максимально быстро ее проезжайте. А если едете, то не едьте через Молдавию. Там одесситы, ну, едьте там через Венгрию, да, там через Словакию выезжаете, через Польшу выезжаете, но не через Молдавию. Бо у вас там за 2 дня или за сколько дней там вас ограбят. Начиная с пограничников молдавских и заканчивая молдавскими же пограничниками. Поэтому лучше объезжайте эту страну максимально, да, как-то есть там через Орловку, там, если не, они, по-моему, не подбили этот паром. Ну, те, кто могут там выехать, хотя и Паланку снесут нахер. Я так понимаю, да? И Трамп это прекрасно понимает, что это будет гуманитарная катастрофа, если не остановить эту войну. Зеленая жаба выходит и не может это все раскрыть. А почему? Потому что начнется паника. И мразь это прекрасно понимает, что когда начнется паника, там и фронт сразу же ляжет. Бо те вот солдаты, которые узнают, что их там семьи сидят без света, без воды, без ничего, скажут, да иди сам воюй, урод ты. И быстренько уйдут себе. И все это прекрасно понимают, что только в тылу потушат все, гуманитарная катастрофа. Пока, Украина, белый флаг, давай до свидания. И это уже близко. То есть давайте так, с теми темпами, которыми сейчас Россия бомбит, вот, ну вот сейчас вот пауза, да, потому что, ну, Трамп работает как медиатор с этим договором, да, там, и Зеленский подыгрывает. Если только Россия поймет, что все, понеслась просто во все тяжкие, просто разбомбят все. И они это прекрасно понимают, поэтому он там на День Благодарения, до Дня Благодарения просит, чтобы этот договор был подписан. А эти пытаются его там поменять. Ну, Паулина Луна, она там рассказала, по какой причине, и также Такер Карлсон рассказал. Поехали. Unheard пишет, что план Европы по завершению конфликта в Украине обречен на провал. Сообщает Unheard. Этот план нарушает несколько красных линий, которые неоднократно заявляла Россия, включая присутствие войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не связаны с Альянсом, а также открытое обсуждение возможности будущего членства Украины в военном блоке. Ну так с этого война и началась, если кто не знает. Если эти пробитые не знают, с чего война началась. Из-за того, что Украина вышла из переговоров, не переговоров, а договоренности с Россией и начала вступать в блок НАТО. А зачем России под боком НАТО? Так что как-то так. Так, сегодня Эрдоганчик уже звонил. Эрдоганчик чувствует запах, да, там, что переговоры. Позвонил Путину. Турецкий лидер, как сообщается, отметил готовность оказывать содействие по Украине и предоставить стамбульскую площадку для переговоров. Он же это какой раз делает. Знаете, там такой пятачок, вот где он находится, на который никто внимания не обращает. Он обращает внимание всегда на себя этим самым. Я думаю, без Эрдогана-то о Турции перестанут говорить, понимаете? Поехали. Ну, начнем с обложки. Мне нравится Axios, какие выпускают обложки. Посмотрите, там, унесенные ветром, да? Или коксом унесенные, там, Дони с таким лицом, этот, коксовый, да, и Уитков такой, что-то там себе думает. Зеленский согласился использовать план Трампа в качестве основы для переговоров. Это что, 1-2 пункта? Они там обрезали, уже 9 они обрезали пунктов. Понимая, что не может себе позволить его отклонить, сообщает Axios. Да, я не могу его отклонить, но, пожалуйста, вырежу там 27 пунктов, оставлю 1.
незалежність. Да? После встречи Зеленского с Дрисколом в четверг представитель США заявил, что стороны достигли соглашения о строгом сроке для подписания документов. Когда европейские представители обратились в Госдепартамент США за разъяснениями, им сообщили, что речь не идет о каком-то плане Трампа. Рассказали два дипломата. Да? Там Зеленского взяли за одно место, и все. Ну какая разница, дорогие мои? Мы просто, знаете, сейчас вот именно занимаем позицию наблюдателей. Ну, а какую позицию мы еще можем наблюдать? Ну, занимать. Наблюдатели. Фронт. То есть мы наблюдаем за фронтом, да, и одновременно, может, эти без войны что-то сделают. Ну, и одновременно там, туда. Фронт-то все равно идет. Там, понимаете, константа на стороне фронта. Она неизменяема. Она идет там в сторону Польши, можно так сказать. Ну, вначале в Киева. Сегодня тоже Лукашенко делал заявление, дорогие мои. Он что-то знает. Поехали. Чешская компания завышала цену на китайские дроны для Украины в 20 раз. Сообщает какое-то там чешское издание, вот это Ирошлассы. Кто сможет, так пусть это и читают. Следствие установило, что компания Reactive Drone приобрела дронов в Китае на сумму почти на $2 миллиона, а затем перепродала их Украине за $33 миллиона. Компания была основана всего лишь через 4 месяца после начала российского вторжения в Украину. Претензии компании возникли из-за неуплаты налогов на сумму не менее $5 миллионов и перевода средств на счета в Китае. В этом году компания продолжила продажу дронов по завышенным ценам, но теперь в еще большем объеме. Руководитель компании был задержан, а бухгалтер находится под следствием. Минобороны Украины пока не комментировала ситуацию. Ну да, там уже свои были. Мне нравится эта чешская компания, да, с украинскими руководителями. Вот об этом чехи не написали, дорогие мои. Но по-братски, как это? По-братски. Мне нравится, да, там помощь Украине, но налоги заплати. Те наварились, поэтому давайте и заплатите. Так, ну хорошо, давайте послушаем Лукашенко. Вот он как раз тут и говорит кое о чем. Постараемся построить высокоскоростную магистраль. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли. Ну, там длиннее спич был. Ну, останемся так. Поехали. Песков. Этот взгляд Пескова, я вам говорю, вслушайтесь только. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней. Из Женевы в том же числе. Но официально мы пока ничего не получали, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ой, я обожаю этого человека, на самом деле. Просто, знаете, вот этот вот, ну как вам объяснить? Назвать дурака дураком, при этом, чтобы дурак не понял, что его обозвали. Поехали дальше. У нас тут Зеленский сделал заявление. Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США. Ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас. И мы дальше будем объяснять насколько опасно делать вид, что агрессию можно не учитывать, будто все побеждено само по себе. Это слова Зеленского, это набор слов, я не знаю, ему там какие-то спичрайтеры пишут в этот набор слов. Дело даже не в этом, дорогие мои, там куда больше. Зеленский отстаивает интересы ВПК. То есть он был вне игры, а, судя по всему, денежки положили туда. Он, Макрон и все остальные. Но об этом чуть-чуть попозже. США передали Украине еще один документ, касающийся гарантий безопасности, который включает в себя 3 ключевых положения. В случае нового наступления со стороны России президент США получает полномочия на применение вооруженных сил и разведывательных структур. НАТО, а также Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия обязуются действовать в координации с Соединенными Штатами. Срок действия соглашения составляет 10 лет. Так эти же пункты и были прописаны. Там же нету ничего необычного. Вот у нас интрига Трампа. Неужели в мирных переговорах
между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс. Не верьте, пока не увидите. Но, возможно, действительно происходит что-то хорошее. God bless America. Ну, Боже, храни Америку. Поехали дальше. Дорогие мои, у нас тут интересное заявление от Марко Рубио, на котором мы тоже заострим свое внимание. Сегодня гость-секретарь Рубио и специальный представитель Уитков, господин Джаред Кушнер, это зять Трампа, и гость-секретарь Дрискл, ну, не гость-секретарь, гость-секретарь это Марко Рубио, ну вот опечатка, да. Вот. Провели широкую и продуктивную встречу с украинской делегацией для обсуждения последней версии соглашения, находящихся на рассмотрении. Разговор был откровенен, детальным и проходил в духе партнерства и общей цели. Сейчас внимательно просто слушайте, а потом мы это все обсудим. Украинская делегация подтвердила, что все их ключевые опасения гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет были тщательно рассмотрены во время встречи. Они выразили благодарность за структурированный подход к включению их замечаний в каждый компонент формирующегося каркаса урегулирования. А теперь у меня вопрос сразу же вот именно вот возникает, когда ты читаешь это. А зачем было идти воевать? Для того, чтобы потом в каких-то договорах требовать для себя какие-то вот эти преференции? Так они же у вас были, причем в безлимите. Тебя же, макака, выбрали, потому что ты там понаобещала, что будешь дружить со всеми, что посадишь всю коррупцию, войну остановишь. Все ж было. Все то, что вы требуете, было. И не надо было никаких гарантий безопасности. Никто и не собирался нападать. Порошенко влез, начал там делать подмены в конституциях. Без народа, без референдумов, без ничего. Влепили они туда в Конституцию НАТО. И потом это чучело пришло и поменяло все. А теперь надо было убить 1 миллион, сделать 1,5 миллиона калеками, разрушить там бог знает сколько домов, с чем проблемы будут, да, с квадратными метрами. Куча будет людей бездомных из-за этого. И требовать какие-то условия, какие-то преференции сейчас требовать и мониторить, чтобы, не дай бог, какие-то ущемления были по их желаниям, то мы сразу же там что-то перечеркнем. Вы просто понимаете сюр этого всего? То есть, окей, было по приколу. Начать войну, рассказать всем, что за свободу. Побежали все на патриотической ноте, похоронили кучу там людей, которые, дорогие мои, могли восстановить эту страну, да даже не восстановить, которые могли делать кучу всяких вещей прекрасных для этой страны. Кто-то там был рукодел, автомастера, айтишники, да, были там, кто угодно, кто бы разрабатывал какой-нибудь там искусственный интеллект, ну, для Украины, для украинской модели и так далее. Что-то было бы, что-то развивалось от этих людей. Убили, давай не пальцев сюда. Теперь 1 миллион не пальцев давайте закинем, пусть они у нас искусственный интеллект делают, да, строят. Зачем нам украинскими руками что-то собранное или головами? Зачем? Мы их похоронили, они нам не нужны. Теперь давайте не пальцев 1 миллион закинем. Я вам говорю, что непальский кейс – это такая штука. Украина не то место, где приживаются, да, там с разных континентов. Это не то место, поверьте мне. Непальцы будут себя очень некомфортно чувствовать после войны. Поверьте, с агрессивными людьми, которые будут немножечко по-другому мыслить и видеть это все. Понимаете, какую яму вырыли эти... Не могу материться, да, и даже грубо называть, потому что уши режет. И из какой ямы сейчас выгребать? Так мало того, эти... Промолчим. Выбивают преференции для себя. То есть можно было не идти, можно было не слушать этого чмыря, вот этого белобрысого, безволосого Джонсона и на всех этих пошли убивать, пошли, воюем до последнего украинца, песни про него писать, понимаете, и скакать под его слова, а называть и его именем улицы. А можно было бы нормально жить дальше. Да, было бы все хорошо. Сюр в том, что убили кучу людей,
территории просто обезжизнили. Я не знаю, сколько там десятков лет нужно для разминирования этих территорий. Сколько миллионов тел надо опознать сейчас. Сколько, вот мы вчера получили информацию, что 125 тысяч ТЦКшников. Сколько их надо убить, этих ТЦКшников, вы понимаете, отловить, убить. Это вот я всегда задавал вопрос, а почему так много убегают, да, когда там американцы проигрывают где-то войну, там, допустим, из Вьетнама убежало там 130 тысяч, из Афгана убежало 125 тысяч. Ну, вот, там мало еще, маленькое население. Так вот, 125 тысяч только ТЦКшников, которые будут бежать. Все это знают, где эта мразь была. И довести страну вот до того, чтобы выпрашивать себе потом преференции и крутить носом. Подходит, не подходит. Я надеюсь, вы поняли мою мысль, о чем я говорю. Поехали. Тут у нас свинина одна такая. Вы все знаете. Я вам скажу, что я же смотрю статистику подписчиков. Все либо мои ровесники, либо старше меня. Ну, конечно, в большем случае старше меня. Но я думаю, что вот низ-низ – это там 30-35 лет. Ну, дети там не особо там в этом разбираются, их это не интересует. У них там свои какие-то приколы. Но вот я просто к тому, что ниже 30 не знает вот этого персонажа, да. Ну и вот это вот хряк Стефанчук заявил, что для Украины красными линиями является ты. Ты, падла, являешься красной линией для Украины. Тебе нужно порезать тебя, на хамон нужно. И этот хамон скормить, я не знаю кому там, воронам. Никакого официального признания оккупации территории. Это он прохрюкивал, да? Никаких ограничений для вооруженных сил. Никаких ограничений для будущих союзников. Также этот хряк заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть частью гарантии безопасности Украины и мирного плана. История перевернет этого хряка в могиле. Поехали. Американские чиновники настаивают на принятии плана Трампа Украины как основы для переговоров и требуют официального заявления по этому поводу, сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 информированных источника. Кроме того, США попросили Украину подтвердить, что она внесла свой вклад в разработку этого плана. На секунду, да? После того, как стало ясно, что Москва также сыграла значительную роль в его создании. То есть у нас основной триггер, на который пытаются поймать всех, да, через СМИ, вот эти вот вонючие, да, там типа Wall Street Journal, да, это то, что план разрабатывали россияне. А при этом, дорогие мои, его также разрабатывал и Умеров, этот план. И есть этому доказательства. Поехали дальше. Напомним, что в разработке плана принимали участие представитель Путина Дмитриев. Агентство сообщает, что США возражает против совместных встреч украинских и европейских представителей. Известно, что Украина и европейские советники встречались накануне переговоров с американцами в Женеве. Инвесторы – это кинутые вкладчики, да, которые понимают, что они, если закончится война, ничего не получат. Ну, акции попадают и так далее. Телеграф пишет, что... И Телеграф – это вброс СМИ, самое натуральное. Европа лжет Украине о способности победить Россию и о том, что у Европы есть на это деньги. Понимаете, мы, чуть позже обсудим это. Издание обращает внимание, что текущих поставок и денежных вливаний не хватает даже для обороны Украины, не говоря уже о дефиците бюджета страны в размере 60 миллиардов долларов, более половины ВВП. Континент давно утратил возможность играть роль в политике великих держав, суммирует издание. Ну, дорогие мои, а теперь вишенка на торте. Анна Паулина Луна. Я оставлю ее прямую речь, после этого мы ее разбираем. All right, a quick
update on our efforts to ban insider trading. So first of all, any member of Congress that's saying that it's not happening, A, is lying to you. Both Democrats and Republicans that are engaging in individual stock trades are getting on average 600% returns, outperforming, that's right, you heard the S&P. Not just that, we know it's illegal, but they are still doing it. So I just want to ask the American people, which I know that you're going to side with me on it, but do you really think a member of Congress can best represent foreign policy, especially if they are personally invested in the defense industry with their stock portfolios? And the answer is no. I'll give you a prime example. Right now, you have the administration that's about to secure a peace deal between Russia, Ukraine, and the United States. This has massive economic opportunity for all citizens involved, and also who doesn't love peace unless you're a total sociopath. The point is that you actually have our own side, which is why I'm making this video to call it out. Our own GOP senators that are coming out against it. Let me give you a wild guess as to where they are personally invested with in regards to their stock portfolios. You guessed it, military industrial. Перевожу, дорогие мои, для того, чтобы было понятно. На самом деле есть люди с нашей стороны, наши собственные республиканские сенаторы, которые сейчас против окончания войны. Давайте я попробую угадать, куда они лично вложили свои деньги в акциях. Вы уже поняли. ВПК. Это военно-промышленный комплекс. Любой член Конгресса, который говорит вам, что этого нет, просто лжет. И демократы, и республиканцы, которые занимаются индивидуальной торговлей акциями, в среднем получают доходность 600%, обгоняя индексы S&P. Вы правда думаете, что человек, у которого в портфеле акции оборонных компаний, способен объективно представлять внешнюю политику страны? Ответ – нет. Все? Дорогие мои, поняли, да, в чем дело? Почему и Европа, откуда у нас ястребы войны берутся? Потому что купили акции, и теперь пофиг те украинцы. Ну вот как вот Грэм говорил, который также является владельцем этих акций. Что отличная фигня, давайте, мы просто будем давать деньги, они будут погибать, но война будет продолжаться, акции будут расти, мы будем зарабатывать деньги. Что там Европа хочет, чтобы мы им там поставили Патриота или что-то еще, пусть Европа платит, а мы будем зарабатывать на этих акциях. Ну, это интересно, что там в окопах думают. Для России это не заработок акций, это обеспечение безопасности страны на поколение вперед, на будущее. Потому что если эти туда подтянут свое оружие, то потом следующим этапом они будут нападать. Посмотрите, финнов уже загнали, да, уже шведов загнали, подтянули бы Украину, а потом бы раз одним моментом и напали бы, да, то есть завезли бы кучу томагавков. Потушили бы все одним ударом, да, там, или хотя бы половину. И все, и пошло бы нападение. А это был такой маленький прогрев. Поэтому Россия прекрасно понимает, что будет следующим, если не остановить эту гниющую рану, которая находится рядом. Ну, имеется в виду украинское правительство. Украина здесь ни при чем, дорогие мои. Она просто была выбрана, выкормлена и подготовлена к этим всем событиям. Хорошо, что есть, знаете, свет всегда в конце туннеля, и те люди, которые несут его, этот свет для того, чтобы осветить, чтобы мы не летали в каких-то определенных иллюзиях. И вот сейчас Трамп как раз либо подыгрывает с этими ВПК, либо воюет с этими ВПК, дорогие мои. Окей, итак, уже почти 30 минут, но я нес вам информацию. Сегодня был суд. Вот я, пока его ожидал, конечно, ознакомился и с материалами там, по суду, и с материалами, которые вот я вам подготовил. Так что вечерний выпуск тоже будет интересным. Подписываемся обязательно, дорогие мои. Кто не подписан, 40% из тех, кто смотрит, пожалуйста, подписывайтесь. Всех обнял.